Сегодня в телеграм-канале трейдерам присылал скриншот по золоту. Казалось бы, здесь идеальная ситуация, чтобы покупать. То есть вот рынок сделал импульс, коррекция, впереди огромный потенциал, но я обратил внимание на некоторые вещи, которые указывали на то, что этот рынок может потерять силу. Не значит развернуться, значит, что вот так застрять и некоторое время консолидироваться. Ведь если я торгую по тренду, мне нужно зайти 5, 10, 15 минут и забрать свою первую прибыль. Здесь, когда цена пришла к зоне, я обратил внимание на первое. То, что цена уже к этому моменту значительно прошла. Вот сейчас вы видите скриншот из телеграм-канала. Если мы с вами посмотрим, мы увидим, что рынок сегодня прошел больше 2%. В среднем за последние несколько дней в течение дня диапазон был около 2,3-2,5%, вот в этом диапазоне. И я понимаю, что рынок уже очень близок к своему экстриму, где может быть пауза, передышка. И мне нужно быть внимательным, например, покупая вот здесь. Если вы посмотрите на самый максимум моего графика, вы увидите уровень, который называется Target High. Эти уровни строятся на основе волатильности предыдущих дней, показывают, где может быть точка остановки сегодняшнего графика. И вот когда я это увидел в совокупности с информацией о проценте роста, я понял, что вероятнее всего здесь будет передышка, здесь будет пауза. И вот сейчас мы видим уже в течение получаса, даже больше, представляете, 36-37 минут рынок находится в боковом диапазоне. И вот это очень важно, потому что трейдеры чаще всего заморочены над тем, чтобы у меня есть новый макси, у меня есть коррекция, я покупаю. Хорошо, это отличный способ торговать, но если у тебя понимание, в какой фазе этот тренд. Две основные фазы – это моментум и истощение. И вот здесь, если мы посмотрим, обе эти фазы практически находятся на одном временном отрезке, вот на этом отрезке. То есть здесь мы видим с вами моментум, очень короткий моментум, цена резко взлетела, и потом истощение. Иногда такие дни бывают, когда моментум граничит с истощением, то есть одно такое движение, пык, и все, и рынок потерялся, затух. Да, он может вернуться, например, через полчаса, через час быки могут снова вернуться в строй, и тогда у нас будут новые сигналы на бай. Но для этого рынку нужно преодолеть вот эту зону Target High. Если да, тогда, конечно, будем рассматривать покупки, но я не уверен, что это произойдет до конца моей торговой сессии, скорее всего, после, потому что если мы посмотрим на время, 6 часов по Москве, еще минут 15-20 и все. То есть вот такой день, когда рынок показал себя с отличной стороны в начале, но по ходу развития событий мы заметили ослабление. Вот если вы посмотрите левее, сегодня уже был бычий моментум, идеальный просто. Но это было ночью, посмотрите на время, 3 часа ночи, сумасшедший моментум. И вот здесь тоже мы можем заметить признаки истощения вот этого движения. Несмотря на то, что это уже произошло, но раз мы говорим про признаки ослабления тренда, я бы хотел еще вам показать один признак. Это внизу, видите, гистограмма. Видите, вот здесь она пересеклась. Это один из самых ранних сигналов на то, что этот тренд уже вот-вот потеряет силу. Видите, вот здесь линии пересеклись. Вот я поставлю сейчас точку сюда. Вот здесь линии пересеклись. И видите, линии снижаются, и расстояние между ними увеличивается. То есть уже в обратную сторону. До этого тренд был наверх. Между линиями есть расстояние, они растут, а потом они пересеклись, падают, и уже между ними расстояние увеличивается в обратную сторону, то есть в нисходящую. И вот здесь вы понимаете, что уже не стоит покупать. Почему? Потому что вершина близка. Крайне вероятно произойдет более глубокая коррекция или даже резкое падение. То есть вот она передняя сторона тренда, так называемый моментум, о чем мы только что говорили. И вот она обратная сторона тренда, истощение. И самый ранний сигнал, который мы можем получить вот здесь на гистограмме, то, что тренд теряет силу. Вот если мы посмотрим, что произошло дальше, все, рынок потерялся на долгое-долгое время и только возобновил свое движение ближе к американской сессии. И здесь мы с вами тоже
отметили признаки истощения. То есть вот бывают такие дни, когда вроде золото находится в тренде, но для тебя нет подходящих возможностей. Ты должен быть очень дисциплинирован, но смотри, в чем заключается дисциплина. Дисциплина возможна только в случае, если ты понимаешь, на что смотреть, если ты понимаешь, на что ориентироваться, если у тебя есть конкретный визуальный инструмент, вот, который я тебе сейчас показал. Вот, например, уровень Target High. Он объективный? Есть он или нет? Или, например, процент волатильности, то, что цена уже выросла. То есть это число, на которое мы можем опираться. Например, если мы знаем, что средний диапазон за последние, скажем, 7 дней составил 2-2,5%, и сейчас цена прошла 2,2%, то это значит, что мы близки к среднему диапазону за последние несколько дней, и значит, мы близки к точке истощения, понимаешь? То же самое, когда мы говорим про осциллятор, если линии пересеклись, то жди ослабления либо разворота тренда. Все, вот такой простой подход, объективный абсолютно. И ты можешь избежать огромного количества неверных и убыточных решений, используя вот эти данные, которые я тебе сейчас даю. Еще один рынок, которым мы сегодня торговали, это нефть. Потрясающие были движения в телеграм-канале, посмотрите, где были входы. Но я хочу обратить ваше внимание на место истощения этого рынка. Вот посмотрите сюда, вот здесь видите, линии моментума, да, они не пересеклись, но посмотрите, как они сплюснутые. Видите, когда тренд находится в горячей фазе, этого не происходит. Вот здесь я поставлю вертикальную линию. И посмотрите, рынок совсем немного вырос, после чего окончательно потерял силу, и цена упала на половину вот этого импульса, даже больше, и до сих пор не может рынок восстановиться, да, после вот этого обвала, после резкого движения вниз. То есть вот здесь вы уже понимаете, что вы входите на обратную сторону тренда, что осталось тренду совсем немного. Но я уверен, что были многие трейдеры, которые пытались здесь покупать, ожидая прорыва дальше нефтяного рынка, возможно, там к 90 и выше. Но если вы посмотрите, и здесь уровень присутствует, Target High, и мы его задели, и тут же от него отвалились. То есть, комбинируя вот эту информацию, ты можешь находить идеальные точки разворота рынка и понимать, когда тебе точно не нужно работать в направлении тренда. И эта информация порой даже важнее каких-то точек входа в тренд, знаний там об уровнях, объемах и прочем. Куда важнее понимать ритм рынка. Вот и все. И если, например, ты все знаешь о рынке, ты хорошо его анализируешь, может быть, четко входишь, но не в том контексте, не в той фазе, то ты будешь терять деньги и потом разочаровываться во всех стратегиях, системах, говорить, что это все чушь, там, лохотрон и прочее. Но всего лишь определи, ты на передней или на обратной стороне. Если ты на передней, ты торгуешь только с трендом. Если на обратной, либо ты не входишь, либо ты торгуешь в поворотной точке, то есть ищешь сигналы разворота. Вот, например, шанс продать сегодня нефть. То есть передняя сторона и тут же обратная сторона. И для этого не нужно искать какие-то дополнительные сигналы, анализировать другие таймфреймы. Вся информация представлена вот здесь, на этом графике. Почему? Потому что система так построена, что данные собираются с других таймфреймов, и вы их видите на своем рабочем. Поэтому не надо переключать каждый раз график, отвлекаться на лишнюю информацию. И вы гораздо более сосредоточены, и отсюда ваши результаты намного-намного лучше.